Время идет чертовски быстро, скажу я вам. Вчера ты болтаешь 14 минут о демонстрации геймплея новенького движка, а сегодня уже щупаешь его в своих руках. Прошло чертовых 4 месяца с того момента, как некий Хиро, ранее работавший над своим движком про Соника, выложил видео с его новой и улучшенной версией. И те улучшения, что увидели мы тогда с ракообразной, действительно сумели нас удивить. Тут разговор, помнится мне, закончился на победе Infinity Engine, как превосходящего по графике. А Project Hero даже и не вышел, но выглядел многообещающе. Infinity с тех пор неплохо подрос, его создатель решил выпустить его на волю, а сам уйти в забвение. А Project Hero наконец вышел, как раз аккурат к завершению выставки Sage. И давайте наконец узнаем, кто же выиграл в этой долгосрочной битве движков за звание самого лучшего. С вами Сумочкин, а это обзор Sonic Project Hero. Первое, что следует упомянуть и больше никогда не возвращаться, это графика и звук. Да, все выглядит и звучит точно так же, как и в демонстрационном ролике. А именно, неплохо. Вашему взору предстоит тестовая локация с тестовыми темно-серыми клеточками, и за счет своего освещения и приятной текстуры картина радует глаз. На персонажей и врагов хорошо ложится свет, а сами они представлены в своем лучшем виде. Яркие цвета, узнаваемые анимации, модельки из Generations. Анимации — это отдельный торт, ведь помимо Соника в строй вернулись наконец и Тейлз с Наклзом. И боже, какое возвращение! Взмах хвостами хвостика, бег костяшки из третьей части, копание, буст на стене. Тебе въебать! А, нет, это из другого обзора. Ну, конечно, фаворитом всех фаворитов является анимация финального кольца. Я теку. Однако, что огорчило, так это полное отсутствие ожидающих анимаций. Знаю, ничего критичного, но в Infinity над этим хорошенько постарались. Будто ожидание или падение. А здесь персонажи смотрят на вас мертвым взглядом Форсеса, пофыркивающего из темного угла. Ну да ладно, зато как звучат, тоже вполне стандартно. Все звуки поты заимствованы из сониковского саундбанка и чего-то принципиально нового, кроме фоновых ремиксов, которые, кстати, можно менять как на заправской магнитоле, вы не услышите. Думаю, визуал у движка удался. Этакий мультяшный стиль, хоть и модельки все те же из Generations. Да, роботы здесь не разлетаются на части, а спокойненько себе исчезают в партиклах. Infinity просто пестрил спецэффектами, однако практической пользы от них не было никакой. Да и оценивать игры только по графике — это каким мерзким человеком надо быть. Фух! А теперь мы поговорим о самом главном. То, что мы ждали эти 4 месяца. И то, что было скрыто от нас за толстыми стенами Ютуба. Дамы и господа, геймплей. Так, я не могу больше тянуть Соника за яйца. Геймплей шикарен. Создавая Infinity Engine, Обан создал классный движок с офигенным визуалом и анимациями. Но в первую очередь это был именно буст-движок. Кардинально ничего нового, не вносящий в устоявшийся концепт. В то время как Hero создал что-то поистине неповторимое. Но обо всем по порядку. Убрав надоевший буст, Hero решил изменить концепт и сделать другой, более простой, но в то же время удовлетворительный способ набора скорости. Он добавил дроп-дэш. Как и в Мании, движение стало невероятной находкой и в 3D-пространстве заработало с новой силой. На земле вы все так же можете делать спиндэш, но стоит вам прыгнуть и зажать кнопку, как с характерным звуком еж приземлится и ускорится вдаль. Все это вкупе с анимацией, моушен-блюром и звучанием делает экспириенс завораживающим, отчего данный трюк вы повторяете снова и снова. Не менее завораживающим является баунс из второго адвенчура, нужный в той игре лишь для набора высоты. А здесь для развлечения. Анимация здесь играет ключевую роль, ведь в ходе баунса и приземления клубок ежа сужается, становясь сферической формы, отчего создается ощущение упругости персонажа, а последующий отскок с набором высоты без потери скорости побуждает вас заниматься этим постоянно, чуть ли не заменяя свои перемещения одними лишь баунсами. Никуда не делся и традиционный стомп, однако же какой-то сакральной сути он в себе не несет. Приятный спецэффект приземления и не более. Разве что сделав стомп на горке, вы не просто приземлитесь, а наберете скорость по физике. И она же стоит во главе всего геймплея за Соника. Физика исполнена великолепно. Ведь это тот самый случай, где скорость и высоту вы набираете за счет ваших способностей. Вы используете дроп-дэш и баунс, забираетесь на стены, на высокие сооружения, а самое главное, получаете удовольствие.
В этом плане, думаю, Project Hero может смело потеснить Sonic Utopia за счет большей вариативности. Однако трюк из заставки CD ничто не приплюнет. Упомянуть стоит и на редкость отзывчивое управление. Ёж находится в полном вашем контроле как на низких, так и на высоких скоростях. Конечно, тяжело сориентироваться на мертвых петлях, но думаю, это уже издержки жанра. Если описывать геймплей Соника, то это совершенно новый, уникальный опыт, который стоит опробовать каждому фанату. Со времен Утопии никто не делал движков, основанных целиком и полностью на физике и способностях героя, кои в проекте Hero используются по максимуму и доставляют неимоверное удовольствие. Я совру, если скажу, что не получал удовольствия от Infinity, но это было удовольствие визуальное. Буст-движок, доведенный до совершенства и работающий как хорошие часы. Часы, которые, увы, вы уже носили. Но погодите, а как же верные друзья нашего героя? О них дальше по тексту. Оба Tails и Knuckles обладают теми же базовым набором, что и Sonic. Они могут в спин-дэш, не могут в дроп-дэш по заветам мании, не могут в хоуминг по заветам адвенчура. Однако же и суть их заключается в другом, в их собственных способностях, вернувшихся прямиком из адвенчура. И все это не звучало бы так необычно и радикально, если бы не одно но. Мы не управляли этими персонажами официально с 2006 года. Да, вы все еще могли примерить их шкуры и даже посадить на бустовые колеса. Или играть в Sonic World. Можно не надо. Тем не менее, все это была лишь обертка и бутафория, в то время как Hero возвращает нам наших героев с их полным обмундированием, блэкджеком и шлюхами. Начнем с Тейлза. Ни для кого не будет сюрпризом то, что он умеет летать. Однако, по заветам Chaos X, у полета есть шкала, по истечению которой лисенок начнет падение на самое дно, в сцену с хаосом из Форсуса. Нововведением в полете послужит ускорение вперед, которое, тем не менее, быстрее опустошает вашу шкалу. В Adventure такая механика не требовалась, так как сам полет был довольно быстрый, и чего уж греха таить, слегка неуправляемый. Здесь же его скорость сбалансирована, ровно как и время самого полета, а ускорять его уже дело ваше. Вернулся и взмах хвостами из Adventure, стоя, на бегу и в прыжке, с небольшим подскоком. Крутиться постоянно вам не дадут, но и этого не требуется. И если возвращение хвостов, как бы иронично это ни звучало, является огромным плюсом, то вот метание бомб уже может показаться спорным. Ведь фанаты помнят только одно подобное метание, и не сказать, что оно было удобным или даже полезным. Зная это, Hero решил переосмыслить концепцию метания бомб, сделав их не только удобными в метании, эффективными против врагов, но и полезными в перемещении. Камера больше не ставится в неудобный вид от первого лица, а траектория броска показывается пунктирной линией. Взрываются бомбы нажатием той же кнопки, кои и бросаются, что позволяет полностью контролировать ситуацию и взрывать тогда, когда вам это нужно. Ну и напоследок, взрыв бомб подбрасывает Тейлза, давая ему ускорение и высоту. Приятная мелочь. Последний по списку, но не по значению, идет Knuckles, и здесь я могу лишь снять шляпу перед Hero. Ведь такого безупречного хранителя главного изумруда не делали даже Sonic Team. Knuckles может делать серию ударов, скручиваться штопором вперед, в воздухе, стомбить им же, лазать по стенам, ускоряться на стенах, планировать, плавно приземляться после планирования, копать и охранять главный изумруд. Вау! Это просто вау! Hero дал нам все. Все, что когда-либо могла делать эта красная ехидна. Я уже молчу про то, что он способен оставаться на воде и ускоряться на стенах, как в Адвансе. Все остальные его аспекты, все эти мелкие детали, анимации, удары, полеты дают нам того самого Наклза. Полный экспириенс. Разве что осколки не ищет, хотя даже это можно объяснить. Все это время я ловко маневрировал и пытался избегать одной темы разговора. Однако этот момент настал. Вы все их видели на фотожах, пора поговорить о павнах. Они вернулись! Говоря то, что они лучшие роботы, созданные Эгманом, мы ни хрена не шутили. Никакие экфайтеры, байтники и прочая стара никогда не заменят милых, танцующих, вечно веселых пешек. То же самое понимал и Hero, а потому не просто вернул их, но и апгрейднул их атаки, увеличил дальность зрения, наградил шикарной анимацией и сделал их настоящими врагами. Вернулись все стандартные виды. Обычный. При виде вас тотчас же подбежит и внезапно размажет ваше лицо в голубую лепешку. Анимация настолько резкая и быстрая, что может даже напугать. Далее идут те, что с копьем. Тут все то же самое. Подходите, вас видят, протыкают резкой анимацией. Затем те, что с щитами. Тут уже посложнее. Knuckles может в легкую этот щит выбить, а вот другим двум придется искать обходные пути. Достаточно зайти за спину или закидать бомбами. Ну и последний — стрелок. Примечательно то, что на локации он всего один, и найти его поначалу проблематично. Да, Heroes создал павнов
Colors и Generations вдохнули в них новый дизайн, а Hero сделал их настоящими врагами. А знаете, что самое забавное? Не то, что павны такие крутые, или то, что их много видов. Нет. Дело в их уничтожении. Ведь уничтожать павнов, да и вообще роботов в играх про Соника еще никогда не было так шикарно. Как это обычно бывает. Вы делаете хоминг-атаку, враг исчезает во взрыве, вы идете дальше. Особого урона, который вы нанесли врагу, как правило, не ощущаете. Но здесь, в Project Hero, вы ощущаете этот удар. Ведь робот не просто взрывается, а получает удар и отлетает с приятным звуком. А что самое великолепное? Вы можете нанести несколько ударов. Вы можете нести их на своем спиндэше. Прописывать серию наказом. И бить хвостами с последующим подрывом Тейлзом. Тот кайф, что вы получаете каждый раз, когда вам удается побить павна и подержать его в воздухе чуть дольше, просто несопоставим ни с чем, что когда-либо предлагала Sonic Team и кто-либо из фанатов. Это лучшая боевая система в серии игр про Соника. Без вариантов. Ну, а еще есть летающие бадники из Adventure, но они настолько бесполезны, что о них даже говорить бессмысленно. Забавно, но в Infinity Plus ввели павнов, и вы посмотрите сами. Из интересных, но опциональных фишек также имеются. Все щиты из классики со своими эффектами, неуязвимость без музыки, волл-джамп, раскачка на пальмах, прикольная штука, кстати. Экстремальная одежда, да, она зачем-то тоже здесь есть. С дрифтом, мать твою, суперформы, мастер изумруд, вдолбленный в землю. И Эгман. Я серьезно. Стоит Эгман, которого можно побить с характерным звуком. А наконец, преуспев в этой миссии, Усач взорвется, явив собой финальное кольцо с той самой ангельской анимацией. По началу этого ролика я все пытался сравнивать Project Hero с Sonic Infinity. Но чем дальше я углублялся в геймплей этой игры, ее особенности и фишки, я понял, что сравнение попусту бессмысленно. Project Hero — это не очередной буст-движок, это один из лучших опытов, что я когда-либо испытывал в играх про Соника. Если Утопия смогла приблизиться к идеалу трехмерного Соника, то Hero, наверное, смог им стать, давая нам идеальную физику, управляемость, приемы, фишки, любимых персонажей и шикарных врагов. Оставаясь в полном изумлении, все, что я могу пожелать Hero, это развитие всех представленных здесь идей. Ведь они создают геймплей Соника заново, делая его поистине уникальным и неповторимым. Такого подхода в перемещении по уровню, набора скорости, такой изумительной физики и боевой системы нету ни в одном чертовом движке и ни в одной сраной игре от Sonic Team. А вам, мои зрители, кроме как бегите и качайте и пробуйте сами, мне сказать-то и нечего. С вами был Сумочкин. Идеал каждого человека субъективен. И помните,